Всем привет, я Алексей, и вы на канале Алексей Скандальный. Пришло лето, вместе с теплом активизировались и клещи. И хотя в связи с высокой пожарной опасностью готовится запрет на доступ гражданам в лес, это не останавливает самих клещей. Они давно обосновались на садовых участках, в городских скверах, в парках, причем ежегодно их становится все больше и больше. Размножение и распространение клещей не останавливает, по крайней мере, значительно, ни акарицидной обработки, ни морозная зима, ни аномальная жара. В советское время распространение клещей сдерживалось с помощью санитарной обработки средством ДДТ – дихлордифенилтрихлоротаном, а попросту дустом. Старшее поколение помнит такое средство. Было даже дустовое мыло. И вот этим дустом обрабатывались леса, что сдерживало наступление этого воинства. Тогда власть действовала на опережение, так скажем, затрачивая средства на обработку лесов, дабы снизить затраты на лечение передаваемых клещами болезней, а их более 15. Среди самых известных энцефалит, боррелиоз и болезнь Лайма. От укуса клеща страдают не только люди. Маленькие породы собак могут погибнуть даже от этого укуса клеща, то есть зараженного пироплазмозом. А средние и более крупные породы страдают и могут потерять зрение. То есть даже друзья наши меньшие находятся вот в такой группе риска, как и мы сами. Укус клеща не заметен по болевым ощущениям, потому что укуса, по сути, как в том понимании, как есть укус, его как бы даже и нет. Клещ как бы раздвигает поры кожи, проникает внутрь, и при этом его слюна действует обезболивающе. Причем проникнуть достаточно глубоко клещу хватит и 15 минут. Поэтому, выходя в лес или в парке, как вот нынче, даже в городских парках, то есть желательно одевать светлую одежду, на которой будет заметен этот паукообразный, и чаще осматривать детей друг друга. Укус клеща не заметен. Вот такой вредитель, который при укусе может доставить очень много неприятностей и даже привести к летальному исходу. Сейчас мы его уничтожим, этого вредителя. Хотя, как бы говорят, что разжигать костры нельзя, но мы костры не будем разжигать. Мы сейчас просто сожжем клеща. Раздавливать его не надо. Все, этот вредитель погиб. Ух!
какой-то момент был щелчок, он лопнул просто сам по себе. Конечно, опытные лесовики, они ощущают себя в том плане, что ползущего по коже клеща они заметят, ну, почувствуют, что там кто-то есть. То есть, вот как бы в этом плане они вовремя его снимут. Я поделюсь потом позже с вами таким способом защиты, который перенял, работая на лесоповале. От более старшего поколения, что ли, да, которые, ну вот, таким образом спасались от клещей. В принципе, клещи существовали всегда, их история наверняка даже старше динозавров, поэтому они были с человечеством во все времена. И люди спасались от них. Не всегда был этот ДУС, не всегда были акарицидные средства, которые есть сейчас. Вот, но люди спасались, и вот эти средства, народные средства, доступные, в общем-то, каждому средства. Потом я как бы с этим рецептом поделюсь с вами. Вот такой небольшой экскурс в историю с выходом в лес. В советское время используемый ДДТ сейчас не используется. Он считается вредным для экологии. Во многих странах дихлоретан, вот это, он запрещен к применению. И в некоторых используется до сего времени. Например, там, где есть высокая опасность заболеваний малярией. То есть вот эти комары, которые гибнут также от этого дуста, считается, что это меньше зло причинить вред природе, чем получить потом вспышку эпидемии малярии. В России же все упирается, как всегда, в финансирование. Есть акарицидные средства, то есть вот эти средства, они есть против размножения, наступления клещей на города, но они очень дороги, и распыление их с самолетов, как при советской власти, делать такую обработку, ну, слишком затратной. Поэтому, сделав ставку на медицину, привить всех антителами клещевого энцефалита, на этом власть как бы успокоилась. Как бы не то, что успокоилась, а сделала такой выход. То есть спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Выходя в лес, будьте осторожны, будьте то есть бла-бла-бла-бла. В данном случае это спасение утопающих не меняет ситуации, то есть самосознание граждан ситуацию не улучшает, и при этом власть себя чувствует достаточно удобно, промыв мозги людям, что это неизбежное зло, что оно будет приходить, это будет наступление. Всем отличного здоровья, доброго лета, подписывайтесь, с вами Алексей Скандальный. Друзья, вот как обещал, рецепт тот, который я в свое время узнал о защите от клещей. Уже просто подхожу к дому, уже дома начались, вот, то есть, и не нашел большого муравейника, чтобы как бы поближе с муравейником это все показать. Берете баночку, насыпаете немножко сахара, ставите где-то к муравейнику ближе, чтобы муравьи туда сами залезли много. Ну, скажем, в банке, чтобы они любят сахар. То есть, уже было достаточно муравьев. Забирайте их. Разрушать муравейник не надо. Это наши соседи, даже, так скажем, сосуществующая рядом с нами цивилизация. Такие же трудяги, как и мы. Берете этих муравьев, наливаете немного воды и ставите, нагреваете где-то до 80 градусов. Скажем, кипятить не надо, просто нагреть достаточно так вот сильно и поставить остывать. Ну, на час пускай это будет остывать. Где-то около часа прошло, вода остыла. Отцеживаете комаров. Вот так. Отцеживаете муравьев через какую-то тряпочку, чтобы вот эту воду сохраняете, которой они нагревались. И этих муравьев, скажем, бутылкой по доске по какой-то, или скалкой, если есть, палкой гладкой, раскатываете, раздавливаете их. Снова в эту, так, узелком тряпочку эту делаете, смачиваете водой и хорошо выжимаете. Эту воду сохраняете где-то, может быть, в холодильнике или где-либо. То есть сохраняете. Ей можно намазать обшлага рукавов, где-то штаны. То есть вот намазать капюшон. Вот сам запах муравьев, муравьиной кислоты,
Клещи очень не любят, это их враги, муравьи это их враги. Даже раньше, вот когда люди ходили на покосы, они останавливались где-либо там на обед, вблизи, чтобы был, ну, не самом муравейнике сидят там, но рядом с муравейником или с подветренной стороны. Мало того, что клещей в этом месте никогда нет. И также муравьи, вот сам запах муравьев, он пугает и комаров, и гнус, вот мошку. Меньше пауков, меньше оводов в этом месте. То есть вот старые люди, они знали об этом, и, в общем-то, они пользовались силами природы для собственной защиты. И как я уже говорил, что возраст клещей, ну, примерно как динозавров. Они достаточно давно с нами, с человеками живут, сосуществуют. Вот. И люди способны, умели защищаться от них. Еще раз всем огромный привет, подписывайтесь.